Всем привет, дорогие зрители! Вы на канале Советы для дома. В этом видео я покажу, как очистить пригоревшую кастрюлю или сковороду. Такое может случиться с каждым, если во время готовки вы отвлекаетесь, заняты каким-то еще делом. В результате еда пригорает и получается вот такая чернота на дне кастрюли или сковороды. Отмыть пригоревшую кастрюлю можно за считанные минуты. Для этого нам понадобится сода и еще один ингредиент, про который расскажу дальше. У меня сегодня пригорела каша, я варила с утра овсянку, забыла за нее, и теперь на дне вот такой черный нагар. Что еще может пригореть? В принципе, все что угодно. Это и макароны, и овощи, и варенье, и молоко, и даже суп, за который можно случайно забыть. Вода выкипит, а овощи пригорят. Пригореть еще может сахар, если вы делали, например, карамель. И от этих всех пригаров способ, который я сейчас покажу, может помочь. И вы с легкостью очистите свою любимую кастрюльку или сковородку. Кашу я переложила, есть ее уже нельзя. Ну а кастрюльку сейчас буду отмывать. Если прямо вот сейчас, в моменте, у вас нет времени отмыть нагар, но вы знаете, что у вас кастрюля пригорела, тогда что вам нужно сделать? Уберите то, что пригорело, и налейте в кастрюлю воду. Лучше налить горячую воду, кипятите чайник или наливайте самую горячую воду, которая течет у вас из крана. И потом возвращайтесь к кастрюле тогда, когда у вас появится время. Но, конечно, чем раньше вы начнете отмывать нагар, тем будет лучше и легче. Итак, первое, что нужно сделать, это отмыть кастрюлю от того, что отмывается. Вот у меня на стенках кастрюли осталась каша, ее сейчас нужно смыть, потому что кастрюлю я буду нагревать на плите, полностью заливать ее чистящим раствором не буду. И вот, чтобы остатки еды, которые остались на стенках, не пригорели, их лучше отмыть. Чтобы не засорять остатками каши слив, соберите ее губкой и выкиньте в мусор. Ну, у вас это может быть не каша, а макароны, например, или овощи. Теперь ставьте пригоревшую кастрюлю на плиту. Я буду все делать на самой маленькой конфорке. И дальше в кастрюлю нужно налить столько воды, чтобы она полностью покрыла нагар. У меня примерно получилось 1,5 чашки, это где-то миллилитров 300-400. Включайте плиту и начинайте добавлять основные ингредиенты. Первый – это сода. Добавляю 1 столовую ложку. И еще один ингредиент, который нам понадобится, это средство для мытья посуды. У меня оно густое, поэтому тоже добавляю 1 столовую ложку. Немного перемешивайте и дайте данному раствору закипеть. Но не отходите далеко, потому что может подняться пенная шапка, и вы запачкаете плиту. Смотрите, раствор уже кипит, и видите, пенка начала собираться. Она как молоко, поднимается очень быстро и моментом сбегает. Поэтому следите и помешивайте раствор. Сода в данном случае расщепляет жир, она помогает ослабить связь между нагаром и дном кастрюли. При этом кипячение усиливает очистку. Горячая вода проникает в пригар, сода ускоряет разрушение жиров, и нагар начинает отслаиваться сам. Средство для мытья посуды за счет поверхностно-активных веществ также помогает оторвать нагар от дна, плюс оно удерживает жир в воде и не дает ему обратно прилепиться к поверхности. Таким способом можно очистить пригоревшую кастрюлю или сковороду из нержавейки, стекла, керамики или эмалированную. А вот чистить данным способом кастрюли или сковородки из алюминия или с антипригарным покрытием не следует, потому что поверхность может испортиться или потускнеть. Я сейчас сделала минимальный газ. И смотрите, как поднимается пена.
Это происходит очень быстро, и лучше не пропустить этот момент, если не хотите потом мыть плиту. Убирайте раствор с плиты, перемешивайте, дайте пене осесть. И потом можно продолжать кипячение. Видно уже кусочки нагара в воде, он начинает потихоньку отходить. Кипятить так нужно минут 5-10. Здесь все будет зависеть от того, как сильно у вас пригорела еда. Если у вас с первого раза не получится отмыть, то есть вы прикипятили, вымыли и видите, что нагар на дне еще остался. Здесь расстраиваться не нужно. Еще раз налейте воду, добавьте соду с моющим и прокипятите. Так, у меня уже вода стала черного цвета. Я помешиваю ложкой и прям чувствую, что нагар легко отходит. То есть тоже так можете проверять. Если чувствуете, что легко вводится ложка практически по дну, то можно прекращать кипячение. У меня прошло 10 минут, этого времени мне было достаточно. Вам может потребоваться меньше или больше времени, в зависимости от того, что у вас пригорело и как сильно. Выливаю раствор из кастрюли. Смотрите, дно практически чистое. Сейчас то, что не отошло само, дочищу губкой. Такая губка хорошо отмывает и при этом не царапает поверхность. После мытья кастрюльку нужно хорошо сполоснуть под водой. А кашу, это в моем случае, нужно собрать губкой. И выбросить в мусорное ведро. Я надеюсь, у вас тоже получится отмыть перегоревшую кастрюлю. Смотрите, какой результат потрясающий. Способ этот простой, быстрый, ингредиенты доступные, так что пробуйте спасти свою кастрюлю от варенья, молока, овощей, макарон и в комментариях пишите о результатах. Если видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а мы с вами увидимся в следующем видео. Всем спасибо за просмотр!